Добрый день, друзья! Сегодня в рубрике Community Battles топ-игрок украинского клана Одесса с ником Граф Дракула. В этом бою Граф вытворяет что-то нереальное на старичке Гиринге эсминцы 10 уровня США. Напоминаю, что в рубрику Community Battles входят самые яркие бои зрителей, подписчиков и друзей канала. Так что если вам удалось провести действительно невероятный бой и хочется поделиться яркими моментами, присылайте свои реплеи. Ссылочка в описании под видео. Мне доводилось играть в отряде с Графом, и с ним уже с первых минут боя чувствуется вкус победы. Хотя, друзья, все мы знаем, на что порой способны наши союзники. И сразу пару слов по статистике. По количеству проведенных боев Гиринг занимает второе место и уступает лишь Шимакадзе. А по проценту побед, фрагам, среднему урону и опыту эсминец пасет задних. Так что по цифрам Гиринг совсем не имба. И думаю, что в ближайшее время никакие нерфы ему не страшны. Если коротко, то Гиринг имеет орудия с высокой скоростью перезарядки в шустрых башнях, которые очень опасны на ближних дистанциях, торпеды с хорошим уроном и приличной дальностью хода, которая позволит совершать инвизные пуски вне зоны действия РЛС. Прекрасная маневренность и хорошая маскировка позволят бороться за точки и делают Гиринг сложной целью в боях на коротыше. А в расходниках длинные американские дымы, которые не только повысят выживаемость эсминца, но и позволят в критический момент вывести из-под фокуса союзника и тем самым сохранить его. Или же дать дымы крейсеру и невероятно усилить огневой потенциал команды на фланге. Кроме этого, нельзя сказать, что у Гиринга бесполезное ПВО. Огрызаться он умеет. Особенно, если в расходниках взять заградку. Хотя, конечно, форсаж будет в приоритете. Из спорных моментов это низкий шанс пожара фугасов, малая дальность стрельбы и навесная баллистика, которая не позволит вести прицельную стрельбу на большие дистанции по быстрым целям. Хотя наносить урон, находясь за островами в относительной безопасности, Гиринг может. Еще малое количество очков боеспособности, невысокая скорость и долгая перезарядка дымов. Так что, как видим, эсминец довольно универсален и практически лишен серьезных недостатков. И именно этот факт делает его актуальным спустя долгие годы с момента релиза. На сегодня Гиринг не имеет особых преимуществ в бронировании и способен противостоять лишь фугасам самых мелких калибров, если они попадут в центральную бортовую часть. Перки командира, модернизации и сигналы, с которыми играл наш герой, перед вами сейчас на экране. Граф играет с пелингом и часто довольно остро. И эта сборка, я вам скажу, несколько отличается от моей. Но глядя на результаты боя, я настоятельно рекомендую присмотреться к ней. А теперь насладимся боем. На орехи, скажем прямо, получила половина вражеской команды. И, конечно, наш герой не стоял в сторонке. Ну а как это было и все ли ему удалось, смотрите сами.